Я заметила, что как только на этой клумбе расцвели нарциссы, наши уточки стали проводить большую часть времени именно возле нее. Все любят, когда уютно и красиво. Обычно я покупаю овощную рассаду на рынке, но в этом году капустную решила вырастить самостоятельно. В прошлом году большая часть капустных кочанов у меня потрескалась. Возможно, это случилось от излишней влаги. Лето в прошлом году было не жаркое и дождливое. Но возможно и то, что продавец на рынке по ошибке продал мне не поздний сорт капусты, а ранний. И поэтому я осталась без хороших и крепких кочанов. В этом году я решила подстраховаться. Кроме того, капустную рассаду вырастить совсем несложно. Она быстро всходит и быстро растет. Вы вполне тоже можете успеть посеять семена поздней капусты у себя на грядках, если есть такая необходимость. Я уже начала пересаживать цветочную рассаду из ящичков, но пока только в теплице. Мы с вами часто сюда заглядываем, пусть нам будет красиво. Эту мяту тоже нужно будет куда-нибудь пересадить. И редиска у нас уже поспела. После того, как вырвали редиску, грядку нужно обязательно полить, чтобы остальные редиски тоже росли ровными и большими. А это набирает силу ревень. В прошлом году я впервые поставила компоты на зиму из черешков ревеня. Ставила по нескольким рецептам. И один из них
сок получился очень вкусным. Я обязательно поделюсь с вами этим рецептом, когда придет время собирать урожай. По всей видимости, Розамунда в этом году у нас главный агроном. Время компотов из ревеня еще не пришло, но первые закатки в этом году я уже сделала. Нас угостили 2 бидонами березового сока, и я заполнила им все пустующие банки. Березовый сок я консервирую самым традиционным способом. На 3 литра березового сока добавляется пол чайной ложки лимонной кислоты и 1 стакан сахара. Сок доводится до кипения, разливается в стерилизованные банки и герметично закупоривается. На вкус он похож на тот, который продается в магазинах. Но это уже все было и прошло, и новых дел я сегодня начинать не буду. А то увлекусь, и мы с вами снова не успеем прочитать продолжение истории красавицы Катрин. Сегодня читать книгу мы будем в компании этих милых пушистых комочков. Да, у нас снова небольшое пополнение в утином семействе. Если вдруг кто-то из вас тоже хотел бы попробовать вывести цыплят или утят без специального инкубатора, то у меня на канале есть видео, в котором подробно рассказывается, как это сделать. Итак, книга 2, часть 1, Филипп, 1423 год. Но для начала быстренько вспомним, что было в прошлой части. Долго Катрин оплакивала свое разбитое сердце. Любовь к Арно не так просто было из него вырвать. В это же время Катрин получает предложение руки и сердца от знатного ювелира Гарена де Бразена. Чтобы сохранить верность Арно, Катрин решается на убийство своего будущего супруга. Замысел оказался неудачным. Гарен де Бразен был только ранен, а друг Катрин арестован и скончался во время пыток. Свадьба Катрин и Гарена состоялась. А чуть позже состоялась и встреча Катрин с Арно в голубом шатре на рыцарском турнире, во время которого Арно был арестован. По просьбе Катрин герцог Филипп освободил Арно из-под стражи, но приказ об освобождении вручил рыцарю в своей спальне в присутствии Катрин, которую попросил остаться на ночь. Арно был свободен, но теперь он мчался в Гис, унося воспоминания о том, как видел Катрин в постели герцога Филиппа, так хитро придумавшего вручить приказ о помиловании в своей спальне.
И уж, конечно, Арно никогда не поверит в то, что в этой постели Катрин провела ночь в полном одиночестве, в то время как герцог Филипп всю ночь занимался своими дворцовыми делами. Теперь Арно считает ее не только родственницей тех, кто убил его брата, но еще и любовницей его злейшего врага. Но впереди Катрин ожидали не только душевные страдания. Ее, такой равнодушный к своим супружеским обязанностям муж, вдруг рассвирепел до безумия. Он видел, как Катрин входила в голубой рыцарский шатер к Арно де Монслави и решил, что она задержалась на всю ночь именно с ним. Гарен бил Катрин плетью до тех пор, пока она не лишилась чувств. Когда Катрин пришла в себя, она уже лежала, не имея возможности пошевелиться, а ее добрая цыганка Сара готовила целебный бальзам, чтобы смазать раны, оставленные плетью Гарена на ее теле. Несколько щепоток. Но, несмотря на всю эту боль, Катрин ни о чем не сожалела и согласилась бы пережить все это снова, только бы вернуть тот миг в голубом шатре и вновь увидеть нежность и любовь в глазах Арно. К сожалению, это было невозможно. Вдобавок ко всему, от одного монаха Катрин вскоре узнает о том, что Арно де Монслави вот-вот женится на Изабелле де Северак, дочери маршала. Этот удар Катрин показался слишком сильным, чтобы пережить. Она достала из ларца маленький флакончик яда, подарок мавританского врача Абу-Аль-Хира. Катрин не успела принять ни капли, так как тот самый мавританский врач вырвал свой подарок из ее рук. Он сумел ее образумить и отговорить от этого необдуманного поступка. Под влиянием грустных мыслей о том, что уже и вправду нет надежды быть вместе с Арно, Катрин уступила герцогу Филиппу Бургундскому и ответила взаимностью на его настойчивое ухаживание. Герцог Филипп был счастлив. Он искренне любил Катрин. А вот ее муж Гарен де Бразен становился хмурнее день ото дня. Однажды Катрин проснулась от того, что чьи-то руки заткнули ей рот кляпом и, закатав в одеяло, похитили ее из собственного дома.
Никто не пришел к ней на помощь. Никто ничего не услышал. Катрин очнулась на полу какого-то темного сырого погреба. Она лежала на соломенной подстилке, прикованная цепью к стене. К еще большему удивлению Катрин, похитителем оказался ее собственный муж Гарен де Бразен. Как оказалось, он планировал держать свою прекрасную жену в жутком подвале, обрекая ее на немыслимые муки до тех пор, пока она не потеряет ребенка от герцога Филиппа, которого Катрин уже носила под сердцем. Сырость, холод, голод и мерзкие охранники, от которых Катрин пришлось защищаться цепью, и ей правда пришлось пережить ужасные муки. Как небесное чудо было ее спасение, которое организовал ее друг детства Ландри и цыганка Сара. После побега из мрачного подземелья они укрылись в деревне колдунов в уютном домике Маргаритки, девушки Ландри. Но и тут ревность сыграла свою злую роль. Маргаритка приревновала Катрин к своему возлюбленному. И пока тот ездил к герцогу Филиппу за окончательным спасением для Катрин, отправила весточку Гарену де Бразену о том, где находится его сбежавшая пленница. Катрин вместе с Сарой удалось сбежать в лес и укрыться в пещере у колдунов, а позднее в аббатстве Сен-Сен у аббата Жана де Блази. Но даже башенки, увенчанные крестами, и нерушимое право убежища в стенах храма Божьего не остановили рассвирепевшего мужа Катрин. В компании наемных разбойников, угрожая сжечь приходскую деревню, он потребовал выдать ему его жену. Монах отказал и не пустил Катрин, которая хотела уже добровольно сдаться, чтобы не пострадали невинные люди. Но всадники герцога Филиппа вовремя успели, и все монашки, жители приходской деревни и Катрин были спасены. А Гарен де Бразен был отправлен в тюрьму, чтобы чуть позднее предстать перед судом. За мешочек, наполненный золотом, Катрин удалось проникнуть в тюрьму к узнику. Ей хотелось узнать причину, по которой ее муж, всегда такой равнодушный к ее красоте, вдруг сошел с ума от ревности.
Гарен признался ей перед смертной казнью, к которой его приговорили, в том, что всегда безумно любил свою жену. Но когда-то давно турецкие янычары захватили его в плен и сделали евнухом. От невозможности быть счастливой со своей женой, которой он втайне любовался и которая была так близко, но никогда не стала бы ему близка по-настоящему, он и правда помешался рассудком. Катрин простила Гарена и по его просьбе, чтобы избежать мук во время казни, передала ему графин с бонским вином, в которое добавила несколько капель яда. К утру Катрин была уже вдовой. Прощай и прости. Прощай и прости. Это были последние слова Катрин, обращенные к Гарену де Бразену, и последние слова первой части второй книги. У нас с вами опять нет повода, чтобы порадоваться за Катрин, но на смену черной полосе обязательно должна прийти белая. И мы с вами будем надеяться, что она уже совсем близко.